Насколько Notion классный инструмент, настолько же он недружелюбный для новых пользователей. И если вы все еще используете Notion просто как блокнот или боитесь к нему в целом подобраться, то призываю вас посмотреть это видео. Вы попали прямо туда, куда надо. Сегодня мы разберем все функции, которые понадобятся вам для использования Notion практически на 100%. Обещаю. Что в целом можно делать в Notion? Помимо того, что мы наверняка знаем, что там можем вести заметки, создавать свои базы знаний, которые легко тегируются, легко по ним осуществляется поиск, мы можем покрывать практически все сферы жизни вместе с Notion. Можем их менеджерить и держать под контролем то, что можно держать под контролем. Если мы говорим про дом, то это домашняя аптечка, то это записи к врачам, то это информация по школам, детским садам, всем необходимым данным, контактам, дням рождения. Это рецепты, это рецензии на книги, фильмы, планы на книги, фильмы, в целом личный ежедневник. На канале есть прекрасное видео для женщин и девушек про то, как синхронизировать с циклом свои ежедневные задачи, и все это в Notion. Если мы говорим про работу, то тут огромное поле для деятельности. Рекомендую вам посмотреть видео Notion для бизнеса. Там я рассказываю вместе с реальными кейсами, как использовать Notion бизнесу и экспертам в частности. И там много всего. Помимо того, что мы можем создавать базы данных компаний, мы можем вводить сотрудников на работу, писать регламенты и передавать информацию так, чтобы она не терялась, а особенно ответы на часто задаваемые вопросы. Мы также можем в Notion коммуницировать с клиентами, делать свои экспертные продукты, переносить туда все PDF-ки, делать интерактивные пространства, игровые, в которых процесс изучения нового материала будет для новых пользователей простым и понятным. Но чтобы все сделать так вот просто и понятно, надо для начала самим научиться делать это в Notion, а потом уже решать, делегировать такую задачу эксперту или вы можете сделать это сами. Помимо работы у нас, конечно же, есть учеба, которую мы тоже всю можем фиксировать в Notion и не терять знания в конце обучения, иметь возможность быстро к ним возвращаться. Все примеры пространств и того, как можно их использовать, можно увидеть в многообразии шаблонов Notion. Они в большинстве своем на английском. На моем канале все на русском, есть у нас огромная русскоязычная комьюнити Notion, поэтому не бойтесь, но даже то, что на английском, вполне понятно. Что же будет в сегодняшнем уроке? Сейчас перед вами план урока по блокам. Мы начинаем от самых основ и заканчиваем уже чем-то более сложным. Переходите сразу к тому, что вас интересует. Не тратьте время на то, чтобы выключить видео, потому что вы смотрите что-то настолько уже для себя очевидное. Я обещаю, что на каждом этапе любой человек с любым уровнем Notion сможет найти для себя хоть что-то новое и неизведанное. Но перед тем, как мы начнем, поставьте лайк или дизлайк этому видео, потому что я наверняка знаю, что забуду вам напомнить, а вы забудете поставить. Можете авансом поставить дизлайк, а потом, если вспомните, поставить лайк. Обещаю рассказать много интересного, так что давайте уже начинать. И начинаем мы с того, что создаем свое пространство в Notion. Я более чем уверена, что вы можете зарегистрироваться и без меня, но давайте и это сделаем вместе, раз мы сегодня начинаем с самого-самого начала. Выбираю, что буду использовать Notion для себя, продолжаю. Там надо будет ввести свою почту, можно авторизироваться через Google, через Яндекс, кстати, нельзя. И как только пространство новое у меня появилось, здесь есть небольшое обучение, как и в большинстве программ. Вы можете его просто прощелкать, но здесь уже есть шаблоны, на которые можно посмотреть, как нам предлагает Notion использовать Notion, правда? Окей, у нас тут, давайте начнем, небольшой to-do-лист, тут просто оформлены какие-то ссылки, быстрые заметки. Это, я думаю, вы можете изучить и без меня. Мы же с вами сразу будем создавать свою страницу. Но перед тем, как страницу создавать,
Давайте посмотрим настройки. Настройки у нас в боковом меню, настройки и участники, мой аккаунт. Можно его переименовать, поставить новую аватарку, поставить двухфакторную аутентификацию. Имейте в виду, я бы всем рекомендовала это сделать. Переходим в мои настройки. В настройках из самого интересного мы можем выбрать, какую страницу открывать каждый раз, когда мы заходим в приложение, или последнюю открытую, или которая находится вверху вашего сайт-бара. Мы потом разберемся, где это. И последнее из интересных настроек. Переходим в языки и регион. И здесь можно поставить галочку «Начинать неделю с понедельника», иначе у вас будет начинаться неделя с воскресенья. Больше ничего интересного в настройках нет. Конечно же, вы можете еще сами здесь полазать. Но я предлагаю выходить и смотреть на боковое меню. Это и есть наш сайт-бар. Тут можно выполнять быстрый поиск по всему пространству. Сколько бы у вас здесь заметок не было, напишите слово, и оно найдет это слово среди всех ваших заметок. То есть уже, если вы просто даже для заметок ведете, это уже удобно. Потом у нас есть инбокс, здесь будут все уведомления. Настройки и участники мы только что с вами посмотрели. Создание новой страницы. Когда мы хотим создать новую страницу, нажимаем на эту кнопку. Потом наши основные страницы, они все расположены сбоку. Мы можем сейчас всех их удалить. Это те, которые у вас по умолчанию появляются, когда вы создаете рабочее пространство. Чтобы удалить страницу, нажимаем 3 точки «Delete». Я удалила все страницы. Идем дальше. Тут будет connection с вашим Google календарем. Мы это тоже рассмотрим. Можем создать новое пространство для работы в команде, об этом сегодня не говорим, а также посмотреть все шаблоны, которые нам предоставляет Notion бесплатно. Можете нажать Templates и посмотреть шаблоны по категориям: школа, работа, персональные, проектные, Википедия и документы. Можете его сразу даже любой шаблон и использовать, но я предлагаю все-таки для начала научиться самостоятельно создавать себе пространство, потому что никто не сделает такой идеальный шаблон для вас, как вы сами. Ну все, с основными настройками разобрались. Давайте же создавать новую страницу. Для этого нажимаем «Добавить страницу» или здесь, или нажимаем Ctrl+N, и у нас создалась новая страница. Мы можем дать ей название. Можем добавить любую иконку, для этого нажимаем на Add Icon и выбираем иконку. И можем даже добавить обложку, для этого нажимаем Add Cover, Change Cover. Здесь можно выбрать из предустановленных, загрузить любую свою картинку, найти на Unsplash или даже просто вставить ссылку на картинку. Я выберу из предустановленных такую бежевую картинку. Название есть. Эмоджи страницы есть, обложка есть. Здесь уже можно сразу начинать вводить текст. Для этого надо просто установить курсор и начать вводить текст. Все. Так вы наверняка уже знаете, что можно пользоваться. То есть можете создавать здесь свои заметки. Заметка, можно добавлять новую страницу, и каждая страница может быть новой заметкой и так далее. Но это очень сжато и совершенно не раскрывает того потенциала, который у нас есть. Поэтому разбираемся дальше. Что можно еще сделать со страницей? Ее можно настроить на полноразмерный вид. Давайте посмотрим настройки страницы. Мы смотрели до этого рабочего пространства настройки, а сейчас посмотрим настройки страницы. Они у нас вот здесь сверху, в правом верхнем углу. У нас есть какие-то символы. Мы идем вот в 3 точки, и здесь основные настройки. Мы можем здесь выбирать разные шрифты, их всего 3, но тем не менее они есть. Также можно уменьшать шрифт. Это если у вас большой монитор, может быть удобно, в целом выглядит чуть-чуть более элегантно, скорее это такая украшательная вещь. И самое важное, что я вам хочу здесь показать, это развернуть страницу на полный вид. Посмотрите, где сейчас находится текст. Он по центру. И что бы мы сюда ни добавляли, все будет по центру. Но если у вас много материалов, они широкие, вам нужны широкие картинки, широкие таблицы, это неудобно. Поэтому можно переключить страницу на полный вид, и текст у нас переместился в бок. Это значит, что
Сама строка стала шире, сама строка теперь у меня в размер экрана. Это самая важная настройка страницы, о которой вам стоит знать. Все остальные вы посмотрите без меня, они точно не базовые, и они точно не нужны нам прямо сейчас на этом этапе. Пожалуй, мы подобрались к самому интересному, а именно к заполнению страницы, к использованию команд. Вы уже знаете, что если поставить курсор и начать вводить текст, получится просто текст. Но что же мы можем сделать еще? Мы можем не просто поставить курсор, а нажать сбоку на плюс слева, да? И здесь у нас сразу выскакивает множество команд, которые могут вас напугать. Давайте начнем с ними разбираться. Первые команды у нас называются базовые блоки. Basic blocks. Их тут не так много, можно прокрутить. Что вообще такое блоки в Notion? И это важно. Это такая понятийная единица, без которой непонятно вообще ничего дальше. В Notion за блок информации считается любой текст, картинка, таблица, разделитель, аудиофайл, видеофайл, все что угодно, отделенное друг от друга новой строкой. Если я ввожу текст и перехожу на новую строку, это новый блок. То есть сейчас у меня на странице 1, 2, 3, 4 блока. Каждая новая строка – новый блок. Если я вставлю картинку, это будет новый блок. Если я вставлю таблицу, это будет новый блок. Один блок. Это очень используемое при объяснении о Notion слово «блоки». Все очень просто. Запомните, каждый новый блок – это просто новая строка. Все, это зафиксировали. Давайте к командам. Опять нажимаем на плюс, смотрим, что у нас здесь есть. Текст – это введение текста. Оно просто выделено отдельной командой, мы потом посмотрим для чего. Далее у нас команда создания новой страницы, под страницы в странице. И это уже то интересное, что дает нам Notion. Нажимаем Page, у нас создается новая страница. Мы с ней можем делать все то же самое, что и с прошлой. Добавлять иконку, добавлять обложку, писать здесь что-то, создавать здесь все что угодно. При этом можно выходить обратно в родительскую страницу. Да? И сбоку у нас в сайдбаре только одна страница. И мы можем здесь, например, название. Это у нас, пусть будет рецепты. И это у нас рецепт шарлотки. И тут я пишу рецепт. И так далее. Можно создать еще одну страницу. Это следующий рецепт и следующий. Потому что лучше так не делать. Но принцип вы поняли. Мы можем создавать страницу, а в ней еще 1000 страниц. Это как книга, в ней можно создавать главы. И это круто. Что по второй команде? По следующей команде у нас есть to-do list. Это понятно, мы просто пишем что-то. Яйца, молоко, мука. И потом можем это зачеркивать, когда мы нажимаем на квадрат, это зачеркивается. Следующая команда — это 3 вида заголовков. 1, 2 и 3 уровня. Они различаются размером. 1 самого большой, 3 самый маленький. Давайте посмотрим. Заголовками мы отделяем визуальную информацию друг от друга. Это просто такой тоже стилистический прием для редактирования текста, что может быть удобно. Главное запомнить, что 3 самый маленький, 1 самый большой. Далее у нас есть таблица, но это не база данных. Потому что в Notion мы работаем с базами данных. А это просто статичная таблица, самая обычная. Мы можем ее добавить, что-то здесь писать, но у нее не будет никаких дополнительных функций, кроме табличных. Можете подводить какие-то расчеты, можете что-то в столбике написать. Но обычно очень редко использую эту команду в целом в использовании Notion. После таблицы у нас выделители для текста. Это у нас может быть bulleted list, просто через точку. 1, 2, 3. Это у нас может быть numbered list, просто нумерованный список. 1, 2, 3. Или это у нас может быть toggle list. И toggle list отличается от двух других тем, что когда мы что-то здесь пишем, мы можем его развернуть, написать что-то внутри и свернуть содержимое. Я думаю, если вы работали в Microsoft документах, вы уже знакомы с этим функционалом. Он здесь точно такой же. Мне кажется, даже удобнее, потому что он вот так вот под рукой. Смотрим следующую команду. Это цитата.
Мы любой текст можем выделить в цитату. То есть просто боковое выделение боковой чертой. Это все. И одна из последних – это разделитель. Он просто разделяет блоки информации. Остались две команды в этих базовых блоках. Давайте их добьем. Ссылка на страницу – это ссылка на любую страницу, которая есть в вашем рабочем пространстве. У меня сейчас здесь единственная страница рецепты, и это как ярлык страницы вывести на рабочий стол. То есть рецепты. Если я здесь еще сбоку создам какую-нибудь страницу, то потом через эту команду, ссылка на страницу, я смогу ее сюда ярлык вывести. Вот она здесь появилась. Да? И последнее, что здесь есть, это выделение блоком. То есть таким квадратом. У квадрата можно выбрать эмоджи, можно ему поставить цвет. 6 точек сбоку нажимаем Color. И можно выбрать, например, синий. И это будет текст, выделенный блок синего цвета. Да? То есть такие базовые функции, с помощью которых мы редактируем текст на странице. Мы их все сейчас просмотрели. Я очень рекомендую, если вы что-то из этого не знали, самостоятельно потыкать на все эти команды и попробовать их как-то адаптировать под ваши задачи, под ваши заметки. Что из этих команд нет в базовых блоках, но я рекомендую всем использовать, это колонки. Выбираем плюс и начинаем вводить, например, 3. 3 колонки. У нас будет раз колонка, вот 2 колонка и 3 колонка. У нас есть 2 колонки, 3 колонки, 4 и 5 колонок. Такие несколько команд, которые тоже вам помогут с расположением информации на странице. Помимо того, что мы сейчас рассмотрели базовые команды, как же нам все это вместе с друг другом верстать, как это все друг друга перетаскивать и можно ли. Во-первых, мы можем нажать возле любого блока, а мы помним, что каждая новая строка информации это блок, да, и возле каждого блока у нас есть 6 точек и плюсик. Мы можем возле каждого блока нажать эти 6 точек и что-то сделать с этим блоком. Самое интересное, что мы можем сделать, это изменить его на что-то другое. Сейчас это у меня просто текст, вот здесь горит галочка напротив текста, а я могу сделать это заголовком 3-го уровня. Нажимаю, и вот у меня изменился текст на заголовок 3-го уровня. Напротив этого блока тоже нажимаю 6 точек, нажимаю «Изменить» и изменяю на to-do list. И у меня это получается to-do list. Напротив следующего блока нажимаю 6 точек и хочу его не изменить, а покрасить. Я могу покрасить сам текст, например, в розовый, или еще раз 6 точек, color, могу его выделить желтым маркером. Что еще могу сделать? Могу все это перетаскивать друг под друга. Вот мы за цитату можем за эти 6 точек, мы за них хватаемся, нажимаем на правую кнопочку мыши, хватаемся и тянем куда захотим. Можем под 2-ю колонку, например, подтянуть. Еще раз. Хватаемся за рецепты и тянем под 1-ю колонку. Хватаемся, можем сразу за несколько строк. Для этого нажимаем на правую кнопку мыши, выделяем столько строк, сколько нам надо, хватаемся за них и тянем в 3-ю колонку. Супер! Так мы можем перемещать блоки информации, мы можем даже добавить еще одну колонку, для этого просто в бок потяните еще одну колонку, 5-ю, и все в целом. Что тут важного и последнего? Помимо того, что цвет можно раскрашивать, конечно же, у нас есть базовое редактирование текста. Для этого давайте вниз куда-нибудь уйдем, напишем какой-нибудь текст. Мы его выделяем, и у нас появляется панель инструментов. Во-первых, мы здесь его можем тоже изменить под любую из базовых команд, которые мы только что рассматривали. Мы можем навесить на него ссылку на любую страницу, которая внутри Notion находится, или внешнюю, например, на ваш Instagram, или вообще в целом на любой сайт. Можем оставить комментарий, как в Google документах, сделать жирным, курсивным, подчеркнутым, зачеркнутым, сделать его в формате кода, но это не значит, что он превращается в код, он просто выделяется цветом. Сделать из него формулу, я думаю, вам эта функция очень редко будет нужна. Опять-таки здесь есть выделение
цветом текста и выделением маркером. Это все, что нам надо знать про базовые настройки Notion. Давайте пойдем дальше и посмотрим, как мы можем встраивать медиа в Notion. Мы опять-таки можем или нажать плюс сбоку, прокрутить вниз, выбрать картинку и сюда уже загрузить любую картинку. У меня вот есть картошка. Давайте загрузим картошку. Супер, мы можем ее загрузить, сбоку взять за нее, потянуть, сделать ее меньше, больше. Если вверх пойти, то мы можем ее центрировать по правой стороне, по левой стороне или по центру. Можем добавлять к ней описание и некоторые другие функции, которые, я уверена, вы сможете и без меня изучить. Также мы можем картинку просто перетащить сюда, то есть открываем свою папку с документами и тащим сюда любую картинку, она по умолчанию устраивается по центру, за нее опять-таки можно схватиться за 6 точек, потянуть ее вверх в какую-нибудь колонку нашу, вот сюда ее переместить в колонку. Колонку это мы можем, видите, если навести на границу колонки, то колонку можно расширить, а картинку можно наоборот сжать и выровнять, например, ее по центру. Такая история. Это основная верстка. Точно таким же образом мы можем вставлять видео. Для этого просто выбираем команду «Видео» и вставляем сюда ссылку на видео. Или загружаем видео, или оставляем этот блок пустым, потом при нажатии он будет предлагать вам сюда загрузить видео. Много есть еще программ, которые с легкостью встраиваются в Notion. Например, мы можем сюда скопировать ссылку на доску в Miro. Давайте сделаем. У меня есть доска, на которой я занимаюсь английским языком с моим преподавателем. Я нажимаю Ctrl-V, и здесь можно выбрать команду «Вставить доску в Miro». Мы можем или dismiss, это оставить просто ссылкой. Вот так, как вы сейчас видите, так и останется. Вставить доску, мы сейчас посмотрим, что это будет, или вставить как bookmark. Bookmark, давайте попробуем, вставляется такой блок, не просто ссылка получается, а ссылка с картинкой, с названием самой ссылки. Ну, это иногда очень даже нужно. Но мы хотим вставить доску Miro. Еще раз Ctrl-V и вставляем доску Miro. И у меня просто на страницу встраивается доска в Miro, которую можно, во-первых, увеличить под нужные размеры, во-вторых, прямо здесь, она сейчас подгрузится еще, прямо здесь можно смотреть информацию, которая расположена внутри этой доски. Давайте мою домашку посмотрим. Сейчас она подгрузится. Вот мы прямо здесь можем смотреть материалы, которые находятся внутри этой доски. Можем ее развернуть на весь экран или перейти к ней как в отдельное окно. Таким же образом мы можем встраивать Google документы. Таким же образом встраивается большинство площадок, которые используют преподаватели. Я знаю в своей работе всякие квизлеты, всякие... кстати, для экспертов Calendly так встраивается. Не надо никого перенаправлять на отдельную страницу. Человек может забукать время прямо на этой странице. Сюда таким же образом встраиваются невероятно классно PDF-ки, которые вы можете смотреть прямо на странице и делать заметки по ходу сбоку, например. В общем, советую здесь проэкспериментировать. Действительно, блок с медиа такой. Вроде он и базовый, но многое из этого может не прийти просто в голову при первом использовании Notion. Здесь пробуйте, вставляйте PNG-шки, вставляйте гифки, вставляйте видео, все вообще пробуйте, экспериментируйте. Мы же с вами сейчас переходим уже к уровню посложнее. Мы воспользуемся более сложными, но мной любимыми горячо командами, потому что команд в целом очень много, и вы можете их также посидеть, поизучать. Мы сегодня смотрим самая необходимая, на мой взгляд, и, на мой взгляд, самая необходимая команда, которая у нас еще есть, она называется button. Это настраиваемая кнопка. Видите, она находится в Advanced Block. Ну, потому что ее надо настроить, да, это не просто написать текст, или написать to-do list, или встроить изображение, это именно что-то, где уже надо покрутить настройки, но они не такие сложные. Мы выбираем эту команду и видим, что у нее, во-первых, можно поставить эмоджи. Давайте, самолет. Мы можем ее назвать как-то. Давайте назовем его «Привет». И когда кнопка нажимается,
может что-то происходить. И вот сейчас наша задача разобраться, что должно происходить и что мы вообще от нее хотим. Давайте посмотрим, какие есть опции. Добавить действие. Может вставляться под ней блок. Все мы помним, что блок информации — это просто новая строка. Но сейчас в этом контексте имеется в виду, что все, что мы напишем, будет вставляться. Давайте посмотрим. Добавить блок. И здесь мы должны написать, какой блок будет добавляться. Например, это будет 3 колонки, понедельник, вторник, среда. Работаем прямо в этом окошке, это не очень удобно. Можно сначала создать какой-то ваш шаблон в нормальном пространстве на все страницы, потом перетащить сюда. И во вторнике у нас будет вставляться to-do-лист какой-нибудь. В среде, в понедельнике можно также настроить, чтобы они были выделены каким-то цветом. Сюда можно поместить целую страницу информации, которая у вас должна постоянно добавляться. Возможно, это какой-то шаблон, возможно, это еще что-то. В чем смысл? Что когда мы нажмем Done и потом будем нажимать «Привет», то каждый раз, когда мы будем нажимать «Привет», у нас будет добавляться то, что мы с вами только что настроили. Понедельник, среда, понедельник, вторник, среда, и все в точно таком же виде, как мы только что настроили. Если хотим изменить, нажимаем на значок настройки кнопки и изменяем здесь наши данные, и данные будут по-другому абсолютно добавляться. И это только одно из действий, которое может осуществлять кнопка. Давайте его удалим. Что тут еще есть? Может добавляться куда-то страница, редактироваться, показываться уведомления или открываться определенная страница. Это уже для продвинутых. Я записывала об этом видео. Если вам интересно покопаться в кнопке Button, вы можете перейти на это видео и посмотреть. Сегодня мы просто останавливаемся на ней для того, чтобы узнать, что такая команда существует и ей можно пользоваться. Пойдемте дальше. Последний продвинутый блок, который показываю, это Synset блок. И Synset блок — это очень интересная команда, потому что это плавающий облачный блок, который часто может служить виджетом. И, наверное, сейчас вам это мало о чем говорит, но я вам все равно о нем расскажу. Видите, я выбрала эту команду, и у меня выделилась область красным цветом. Я могу в этой области делать все, что угодно. Например, я могу за 6 точек перетянуть сюда мою доску мира. Или я могу сюда перетянуть понедельник. В чем смысл? Смысл в том, что когда я создам новую страницу, создам страницу бла-бла-бла, я могу этот блок копировать, Ctrl-C, и вставить сюда. Ctrl-V. И все изменения, которые я буду производить внутри этого блока, будут производиться и на главной странице. Давайте проверим. Я пишу здесь изменение капсом. Выхожу на главную страницу, и здесь тоже появилось в этом блоке слово изменение. И я могу создать хоть 100 страниц, копировать туда этот блок, и если я в одной из 100 страниц внесу изменение, любое слово напишу, что угодно, любой материал сюда перетащу, то во всех 100 страницах появится эта информация. Это удобно, когда у вас уже много информации, но какая-то должна быть вот стабильной. За какой-то информацией вы хотите очень сильно следить. Часто в таких блоках я вывожу навигацию, потому что на каждой странице она должна быть одинаковой, если мы говорим про какое-то рабочее жизненное пространство. И когда мы ее меняем, хотелось бы, чтобы она менялась на всех страницах. Я надеюсь, что я вас не запутала и не напугала продвинутыми блоками. И если вы все еще со мной в этой части видео, вы все еще не поставили лайк, то поставьте. Или поставьте дизлайк после такого сложного объяснения. Или напишите вопрос в комментариях, я вам обязательно отвечу. Если вы это сделали, то давайте идти дальше, давайте переходить к самому интересному блоку. А дальше то, за что я лично обожаю Notion. Базы данных. Базы данных, сколько в этом слове боли, печали, радости и смеха. Давайте создам новую страницу, у нас с вами уже здесь много всего есть. Напоминаю, что создание новой страницы — это нажимаем просто в боковом меню «Добавить страницу», и у меня будет страница «Рабочее пространство». Теперь давайте на практической задаче, чтобы было понятно, где мы вообще что применяем и в чем, где разница. Помните, в базовых блоках была команда «Создать таблицу». И я вам говорила, что таблица
это совсем не то же самое, что база данных. Таблица — это просто таблица, да? Мы можем еще раз ее создать, чтобы посмотреть. Таблица. Колонки, сколько угодно строк. Можно такое и на бумаге расчертить. База данных чем-то напоминает таблицу, но у нее есть название. И каждая ее строка — это отдельная подстраница. Мы можем ее открыть. Раз. Дать ей название. 2. Добавить ей иконку. Точно так же, как мы можем сделать и с любой страницей. 3. Добавить ей обложку. Точно так же, как мы можем сделать с любой страницей. Итого, по умолчанию у нас тут 3 подстраницы в одной базе данных. А мы можем сделать сколько угодно. И в чем здесь прикол DES? В том, что у каждой этой страницы могут быть какие-то properties. Properties — это свойства страницы. Давайте смотреть на примере, потому что это тоже вот такая база, которую мы должны знать, когда используем Notion. Properties в данном случае у нас название, и оно всегда есть, оно по умолчанию есть, всегда его нельзя удалить, потому что это название подстраниц. У нас есть тут тег, давайте его удалим, чтобы он не мешался перед глазами. До этого нажимаю на него, правой кнопкой мыши, и нажимаю Delete Property. Delete. Чтобы добавить любую новую property, надо нажать плюс, и мы увидим все разнообразие property, которое нам здесь предоставлено. Мы не будем смотреть на AI property, потому что их ограниченное количество на бесплатном тарифе. Мы посмотрим на основные. Первое — это текст. Мы, если ее добавляем, можем писать любой текст здесь. В каждой странице. И когда мы будем ее открывать, мы будем видеть, что есть у нас property, текст, и здесь что-то написано. Например, у нас будет не раз, у нас будет основа типографики. И здесь текстом я напишу себе пометку «Дополнить конспект». Уже внутри этой страницы у меня будут все материалы по основам типографики. Возможно, у меня здесь будет лекция, а здесь у меня будет заметка. Какие еще есть properties? Есть еще number. Это просто номер. Он нам нужен во всяких финансовых трекерах, во всех шаблонах, где у нас есть цифры. Есть select и multiselect. Select — это значит, мы можем добавлять только один тег, а multiselect — несколько. Давайте посмотрим на примере. Select. У нас основа типографики. Я добавляю сюда тег типографика для того, чтобы когда в этой базе данных будет очень много страниц, я смогла вот здесь выбрать фильтр по тегу типографика, и я увижу только строки с тегом типографика. Property Select нам дает возможность поставлять только один тег. Например, если я напишу экзамен, то у меня просто автоматически... Давайте я фильтр забыла удалить. То у меня автоматически изменится тег с типографики на экзамен. А я, возможно, хочу, чтобы у меня и тот, и другой стояли. Для этого можно нажать на Property, нажать Edit Property и выбрать Multiselect. Вот здесь Type, Multiselect. Все. Теперь я здесь могу выбирать сразу несколько тегов неограниченного количества для одной страницы. Я разверну страницу на полный вид, чтобы таблица у нас красиво растянулась. И посмотрим, что у нас здесь еще есть. Есть статус. Я думаю, вы сможете это уже изучить без меня. Можно ставить дату, можно выбирать здесь какого-то человека, который с вами в пространстве там работает, и, например, он за эту страницу ответственный. Можно подгружать файлы. Можно выбрать property checkbox, которая нам даст возможность ставить чек, например, подготовились мы к экзамену или не подготовились мы к экзамену. И также тут есть более продвинутые property, это формулы, relation и rollup. Мы к ним обязательно вернемся, но чуть-чуть попозже. Последнее, что рассматриваем, это время создания и кто создал. Это автоматическая property. Время создания, она просто добавит нам время создания каждой страницы. Если я сейчас добавлю новую страницу, у нее добавится автоматически время создания. 8:12, и у меня на часах 8:12. Если я добавлю property «Кто создал»,
то тут буду я, соответственно. Тоже точно по такому же принципу работает property, когда последний раз была редактирована страница и кто последний редактировал страницу. Также есть новая кнопочка Button. Помните, мы рассматривали команду Button чуть выше, и тут она точно такая же и настраивается точно так же, только для всей базы данных. Давайте попробуем. Button, мы можем ее как-то назвать. Например, видите, у нас здесь property checkbox есть, и мы можем назвать «Выполнено». Может, мы не хотим на чек нажимать, мы хотим на кнопку нажать. Добавляем действие, чтобы у нас checkbox стало checked. Готово. И теперь, когда мы будем нажимать на «Выполнено», у нас чекбокс будет заполняться. Выполнено, чекбокс заполнен. Выполнено, чекбокс заполнен. Мы можем делать это и вручную, мы можем вывести кнопку куда-то вперед, и, возможно, кнопку просто удобнее, интереснее нажимать. Как мы помним, что каждая запись в базе данных – это отдельная страница. И вот теперь, когда мы открываем эту страницу, у нас в боковом меню открывается, мы видим все наши property. И у каждой страницы они будут одинаковые, потому что все эти страницы находятся в одной базе данных. Если мы где-то эту property удалим, например, здесь, то она удалится, я удаляю ее здесь, created by, да, Маша, удалить, то она удалится из всей базы данных и из каждой карточки. Это очень важно знать. Что же мне делать, если я здесь не хочу видеть эти properties, а в таблице хочу? Все просто, ее не нужно удалять, надо нажать на 6 точек и property visibility всегда скрывать. И тогда она просто будет под такой менюшкой скрываться. Да, выполнена кнопка скрывается, я могу все property таким образом скрыть. И тогда у нас в базе данных видно все наши property, а в страницу, если мы заходим, то все properties скрыты. Мало ли вам понадобится. Точно так же мы можем скрывать properties и здесь. Может, у нас в таблице тоже не нужно видеть все properties. Например, properties tag, мы можем тоже на него нажать правой кнопкой мыши и удалить в этом виде. Скрыть в этом виде. Давайте скроем. И это скроем. Мы все поскрывали. Как же нам это все вернуть на место? Да? Просто все настройки этого вида базы данных находятся у нее вверху. Надо кликнуть на 3 точки. И здесь есть properties. Мы можем выбирать, какие property видимые, какие нет. Видимые property — это просто глазик. Невидимые — это перечеркнутый. Если мы убираем перечеркнутый глазик, то property возвращаются в видимые. Сейчас я чекбокс открываю, да, или button открываю. Все. Также мы можем их местами менять спокойно, просто за них хватаемся и перетаскиваем. Что еще можем сделать? Можем скрыть название, можем переименовать, можем изменить эмоджи. Да? Теперь чуть-чуть аккуратнее выглядит. Также эту базу данных мы можем рассматривать как встроенную в страницу рабочее пространство. Вот у нас здесь есть какая-то таблица, может быть какой-то текст, может еще что-то быть. И такая база данных. Но мы также ее можем скрыть в отдельную страницу. Для этого 6 точек turn into page. Превратить в страницу. Она превращается в отдельную страницу. Мы ее открываем, и у нас на весь экран база данных. Можем обратное действие совершить. 6 точек turn into inline. Вообще база данных inline — это база данных, встроенная в какую-то другую страницу. Нажимаем, все, она обратно у нас просто встроена в страницу. Базу почти прошли. Но осталось очень интересное, что эта база данных может быть в 6 разных видах. Каких? Идем, тут 3 точки, вид light, и она может быть таблицей, может быть бордом, может быть таймлайном, календарем, листом или галереей. Мы посмотрим на примере, как может выглядеть каждая из этих видов. Сейчас у нас таблица, мы добавляем новый вид для этой базы данных. Мы можем или этот вид изменить, или добавить ее же, но в новом виде. Например, в виде борта. И у нас она отфильтрована по тегам. Типографика, можно вот 3 тоже в типографику, 2 в экзамен. По тегам, по столбцам, да. Еще раз. Таймлайн. У нас никакого времени нигде не установлено, а так бы мы могли на таймлайне видеть, например, свои задачи. Календарь то же самое, только в формате календаря. Лист
Это просто список с видимыми тегами. И последнее, что у нас есть, это галерея. Это все те же наши записи, только в виде карточек. Давайте еще одна новая карточка. Можем добавить ей обложку и настроить так, чтобы 3 точки. Light, Gallery. И здесь у нас есть Card Preview, Page Cover. Теперь у всех страниц, у которых есть обложка, появилось здесь изображение. То же самое. Если бы у нас не было обложки, мы могли бы, например, добавить новую Properties, файлы и медиа. И выбираем любой файл. Давайте опять картошку. И теперь опять идем 3 точки. Light, настройки вида. Во-первых, формат карточки можно сделать маленьким или огромным, или средним по умолчанию. Мы сделаем маленьким. Потом обложкой сделаем нашу property Files and Media. Посмотрите, появилась картошка. Мы можем также не показывать иконки страниц. Вот здесь у нас есть сердечко, мы можем его убрать. И остальные настройки, которые вы тоже можете посмотреть без меня. Такая база. Если мы что-то вносим в этом виде базы данных, то это что-то добавляется и в этом виде. Новая карточка. Давайте ее переименуем в картошку. Картошка. То есть вот она, картошка здесь. В борде у нас картошка тоже есть. Можем, если мы ее перетащим в тег экзамен, то когда мы перейдем в таблицу, у нее будет стоять, давайте видимость property, у нее будет стоять тег экзамен, хотя по умолчанию не стояло ничего. То же самое, во всех видах поменялась наша страница. Это вся магия баз данных в том, что мы одну и ту же информацию можем просматривать и редактировать в разных видах, а также выносить ее на разные страницы. И вот сейчас на практическом примере посмотрим, как это все между собой работает. Я удаляю все, для этого я выделяю и просто delete, да? И создаю новую базу данных. Плюс кручу вниз, команда Table View, новая database. Супер, новая база данных. Можем любое название ей дать, любое название. Это наш рабочий стол, рабочее пространство будет, да? Что я хочу в своем рабочем столе? Я хочу подумать, какие у меня есть сферы жизни и объединить их одним тегом. Например, вот сейчас у меня по умолчанию здесь уже есть команда, тег, да? Я назову его, переименую в категорию. Категория. Есть категория задач, которые я могу отдельно вывести. В категории дом, в категории учеба и в категории работа. Так, удаляю отсюда учебу и работу. Дом. Дома у меня есть что? Дома у меня есть аптечка. Дома у меня есть цветы. Там график полива и все сорта, которые у меня есть. Дома у меня есть фильмы, потому что я их дома смотрю, правда? Просмотренные. На все эти категории я ставлю тег «дом». Что у меня есть еще в учебе? В учебе у меня есть английский. В учебе у меня есть дизайн. В учебе у меня есть еще какие-нибудь курсы. Бла-бла-бла. И на все ставлю тег учеба. Потом работа. У меня финансы. У меня есть поиск работы. И на этом достаточно. Давайте еще в дом добавим, например, рецепты. Рецепты у меня дома. Супер, зачем мы все сейчас это делали? И как это можно превратить в свое рабочее пространство? Очень просто. Каждая из этих страниц может отвечать за свою задачу. Да? Это мы уже поняли. Но зачем они мне вот в таком виде? Я могу сделать 3 точки, нажать, выбрать Light и выбрать, чтобы они у меня были в формате борта или в формате галереи. Давайте в формате борта. Они у меня сразу поделились по категориям. Под дом у меня аптечка, цветы, фильмы, рецепты. Под работа, финансы, поиск работы. Под учеба, английский, дизайн, курсы какие-то там. И что мы дальше делаем? Дальше мы заходим в рецепты. И мы хотим, чтобы здесь хранились все рецепты. Поэтому могу развернуть на полный экран, кстати. Я могу здесь создать новую базу данных. Table View команда. Новая база данных. Называем ее рецепты. И здесь у меня будет рецепт, предположим, борщ, шарлотка,
Что еще? Картошка. Я могу с помощью тега ввести, к какой категории это относится, что борщ это основное, что шарлотка это десерт, бла-бла-бла. Могу им добавить изображение. Возможно, это моя фотография, возможно, из интернета. Изображение это Files and Media Property. Кликаю сюда, добавляю изображение борщу борща, шарлотки, соответственно, и картошки. Привожу страницу в полный вид, нажимаю на плюс, форматирую все это в формат галереи. Галереи настраиваю, чтобы у меня превью карточки был Files and Media, и у меня здесь есть теперь, могу смотреть, табличный вид вообще могу, правой кнопкой мыши Delete, да? Delete View. У меня осталась галерея, у меня здесь есть мои рецепты, я могу зайти внутрь страницы, тут начать писать рецепт, написать ингредиенты все, которые мне нужны, написать какие-то мои личные пометки. А также в Properties, то, что я хочу, чтобы у меня было в шапке, я могу выбрать, например, Properties текст, называть его время готовки, время приготовления. Выбрать, например, иконку часов. Я могу просто начать писать на английском часы и выбрать иконку. И написать, что картошка готовится 30 минут. Это у меня будет в шапке, но, как видите, здесь этого не видно. Можно это исправить. Для этого 3 точки. Properties. Показывать Properties время приготовления. И здесь у меня будет показываться 30 минут. И также я могу показывать Property Tag, тогда я буду видеть какое-то блюдо, но я предлагаю его не показывать. Я предлагаю здесь опять 3 точки, группировка и группировать по тегу. И по тегу у меня все сразу разнесется в свои категории. Без тега и основное. Картошка это у нас тоже основное. Как только мы сюда добавляем ей тег, она перемещается у нас в группу основное. Здесь без тега, и это десерт. Я пишу и тег десерт, и у нас появляется новая графа с тегом десерт. И теперь можно в десерты добавить, там, не знаю, йогурт. Кто делает? Ладно. Печенье. Да, и в рецептах, в десертах появляется печенье. Так мы создаем свою базу данных с информацией внутри нее. И это вот на примере, как может на маленьком кейсе сработать наши знания, которые мы только что разобрали. Если вы хотите учить Notion именно уже на примере готовых пространств, пошагово, так, чтобы в итоге у вас получалось что-то уже работающее, то, в чем можно работать, я супер рекомендую пойти в мой плейлист Step by Step Notion. Там я не просто рассказываю базу, как я делаю это сейчас для вас на камеру, там я рассказываю базу сразу, делая готовое пространство, как сейчас рецепты, только рецепты супер сырое, а там мы уделяем полчаса времени тому, чтобы с нуля, вот с такой пустой страницы, создать уже что-то супер готовое и работающее. Например, из последнего мы делали вместе динамический трекер привычек. Но согласитесь, не умея разбираться в Notion, просто вот так сев полчаса времени уделив и получив так готовый результат, это приятно, это приятнее, чем сейчас слушать часовую лекцию о базовых возможностях. Но так как вы все еще здесь, то продолжаем слушать или переходите сразу к видео, где делаем что-то с нуля. Здесь я охватываю все, там же в каждом видео я охватываю всегда разные блоки информации. Возвращаемся в наше рабочее пространство. То есть у нас уже в доме, в рецептах есть отдельный мир, который мы создаем в рецептах, который мы можем менеджерить, который мы можем, мало того, что мы сюда рецепты добавили, вот они так сбоку открываются, мы можем под таблицей создать какой-нибудь заголовок, например, «Купить». И здесь мы to-do list делаем «Купить хлеб, молоко». И не очень удобно, согласитесь, что чтобы узнать, что нам надо купить, надо из рабочего пространства идти в рецепты. Для этого мы как раз-таки с вами разбирали, что есть команда sinst-block. Можем сюда это перетащить. Выделяем, перетаскиваем это в sinst-блок. И теперь сам sinst-блок
копируем и на наш главный рабочий экран его помещаем. И теперь, если мы здесь зачеркнем молоко, то и в рецептах, там, где мы писали список покупок, молоко у нас тоже будет зачеркнуто. Если мы здесь добавим ветчина, то и, как мы видим, на главном рабочем столе она тоже добавится. Это то, как работает Synth-блок, я его пока отсюда удалю. Если в работе баз данных мы с вами плюс-минус разобрались, то у нас есть супер продвинутые properties, свойства таблицы, которые мы даже пока еще не смотрели, а это relation и rollup. По ним у меня тоже есть отдельное видео, но сейчас поверхностно посмотрим, как это работает. Предположим, в учебе у меня есть дизайн и какие-то курсы. И вот мы здесь проходим курсы какие-то. Я для этого создам новую базу данных. Лекции по курсу бла-бла-бла. И у меня первая лекция, я могу назвать ее лекция 1, и здесь у меня типографика, основы. Например, тег я меняю на чекбокс, и чекбокс могу переименовать в пройдено, да, и, соответственно, внутри этой лекции у меня будет конспект. Я тут просто буду писать конспект, буду прикреплять PDF-ки, могу прикрепить аудиозапись лектора. И когда она пройдена, я могу писать пройдена. Я могу здесь еще добавить property data. Если я добавлю property data, например, сегодняшняя, да, то я смогу потом добавить новый вид и в календаре посмотреть, какого числа у меня какая лекция была. Возможно, могу даже запланировать лекции наперед. Могу сюда сделать видимый properties check, пройдено, да? И тогда я буду видеть, что лекция у меня это пройдена, а если я создам вторую лекцию, она у меня будет стоять 27-го, я ее тоже буду здесь видеть, но она не будет чекнута. Но я смогу ее здесь зачеркнуть. Да? То есть здесь у меня была типографика. Вот я прошла курсы, и в целом дизайн у меня постоянная какая-то моя база знаний, которую я хочу пополнять, чтобы здесь было все, что я знаю о дизайне. Да? Я создам опять тут базу данных. Новая база данных. Все о дизайне. Моя энциклопедия. И здесь нам как раз-таки понадобится properties relation, потому что мы можем сделать, чтобы внутри все о дизайне был целый блок типографик. И что, нам просто копировать туда лекцию? Зачем? Ну, это не имеет смысла. Я хочу, например, здесь иметь только выжимку, но знать, что у меня есть доступ к курсу, но я просто про это забуду. Это мы сейчас с вами набрасываем пространство, в котором мы обо всем помним. Но когда мы контролируем здесь все сферы нашей жизни, мы ни о чем уже не помним через пару дней. Поэтому я здесь удалю property tag и добавлю property relation. Relation — это отсылка к другой базе данных. Вот сейчас я отсылаю эту таблицу на базу данных лекции по курсу бла-бла-бла. Добавляю связь. И здесь я могу выбрать лекцию 1, типографика основы. Если у меня будут еще курсы или еще какие-то в этом курсе лекции про типографику, я всегда смогу добавить новый relation или сюда подгрузить несколько страниц. В чем преимущество? Когда я теперь буду открывать эту страницу, вот здесь у меня будут вот в этом основном пространстве только мои мысли, краткая выжимка, что-то очень важное, но здесь, вверху в шапке, у меня будут все материалы абсолютно, которыми я владею, я владела за всю свою жизнь, все лекции, все какие-то подборки, еще что-то, все, где упоминается типографика, я могу подключить сюда и просто нажатием на кнопку быстро перейти к той информации. Так работает Relation. Если вы чего-то не поняли, пишите комментарий или переходите смотреть полноценное видео об этой команде. Вместе с Relation, и это последнее сложное, что мы сегодня разбираем, мы вообще уже очень близимся к концу, у нас есть команда Rollup. И команда Rollup без Relation не работает. Как все это взаимосвязано? Давайте пойдем еще в какую-нибудь нашу категорию. Вот у нас есть работа, финансы. И, например, мы хотим трекать наши расходы. Мы хотим видеть, во-первых, сумму расходов, во-вторых, трекать каждый отдельный расход. Для суммы расходов я создаю базу данных. Все расходы. Я могу скрыть название, например,
я могу здесь вместо table как-то некрасиво просто пробелы поставить, сохранить, удалить вот здесь 2 страницы, нафиг они мне нужны, и здесь написать все расходы. Так я тоже удаляю и добавляю сюда, пока ничего не добавляю. Я создаю еще одну базу данных, где буду записывать каждый отдельный расход. Называю ее просто расход. Вместо имени у меня будет что за расход. Вместо тега у меня будет, я его удаляю, property number, и будет сумма, да? Сумма, которую я потратила. Например, я купила блокнот и потратила на него $10. Купила еще какую-нибудь Кока-Колу, потратила $2. Сходила, купила продуктов, потратила $50. И да, я могу, во-первых, здесь calculate, посчитать сумму, но, возможно, у меня чуть-чуть более сложная база данных, поэтому я вам покажу другую возможность, которая нам может эту сумму выводить более понятно. Вот мы здесь создали все расходы, и здесь мы сначала настраиваем relation, выбираем, что она будет у нас относиться к расходам, добавить, и сюда мы подтягиваем все наши расходы, которые мы только что внесли. Они вот здесь есть. И теперь я выбираю здесь команду rollup. Выбираю, к какой базе данных относится rollup. Он может относиться только к той базе данных, которую мы при помощи relation подключили. Я понимаю, что это сложно, но это очень полезно. Расходы, property, сумма 62. То есть мы потратили 62. Можем это, например, скрыть из этого вида, и мы будем видеть, что все расходы там за апрель это $62. С помощью rollup у нас может выводиться суммированная информация со всех этих отдельных страниц. Как это более логично применять в своем Notion, я рассказываю в отдельном видео. Сейчас я вам просто рассказала, что такая функция есть, и она нам дает еще одну возможность связи баз данных между друг другом. Перехожу обратно в рабочее пространство. У меня сейчас здесь написано рабочее пространство. Я могу добавить ему иконку любую. Могу сюда что-нибудь вывести. Да? Мало того, что у нас здесь рабочее пространство, мы по категориям все поделили, мы можем добавить сюда любую картинку. У меня вот сумка есть. На все просто так. Делю на 2 столбца. В один столбец у меня картинка пойдет, в другой столбец у меня пойдет. Это моя таблица. Растягиваю. Это уже тоже про украшательство. Какое-то сюда могу и плейлист встроить, и какие-то виджеты встроить. Про украшательство есть тоже большое видео, если об этом интересно посмотреть. Но вы можете методом тыка тоже очень много всего узнать. Последнее, что мы смотрим, как поделиться страницей с другими людьми, как вместе работать в Notion. Например, у меня курсы, и я хочу со своей подругой поделиться всеми моими лекциями, или не всеми. Хочу только первой. Хочу с ней поделиться первой лекцией. Для того, чтобы поделиться страницей, мы нажимаем Share и вводим здесь почту своей подруги, знакомого, любого человека, с которым мы хотим поделиться. Если мы почту не знаем и на странице не супер секретная информация, мы можем сделать ее публичной. Publish. Здесь у нас есть настройки. Разрешить ли редактирование страницы всем людям, у кого есть ссылка, разрешить ли комментирование страницы всем людям, у кого есть ссылка, разрешить ли дублировать страницу как шаблон, например, если мы лекции делимся, логично разрешить дублировать как шаблон, и разрешить ли в поисковике, в любом поисковой системе, я бы не рекомендовала это включать, если это прям не та информация, которую вы хотите, чтобы другие люди нашли, например, ваш сайт-страничка. Теперь мы можем даже посмотреть, в каком виде будет. Вот у нас так выглядит страница, когда мы с правами администратора на нее смотрим. Если мы на нее посмотрим с правами человека, у которого есть ссылка, она будет выглядеть как сайт.
То есть здесь также будут properties, здесь будет текст, но ничего менять здесь будет нельзя. Но скопировать можно. Если вы очень боитесь за свою информацию, как всегда вас в этом видео отсылаю на всякие более глобальные видео, но об этом тоже есть видео на канале про все правила безопасного шеринга страниц в Notion. И когда вы вашей страницей поделились с кем-то, было бы интересно посмотреть, заходил человек или нет. Это можно посмотреть тоже. Вот вверху у нас есть панелька, и здесь есть часы. Часы нам показывают все изменения, которые были внесены в страницу, человека, который вносил эти изменения, если вы его по почте добавили или если это вы, а также будет показывать всех людей, которые заходили на эту страницу, если вы не с почты добавляете как неизвестных пользователей, но вы хотя бы сможете увидеть их число. Вы можете или на часы нажать, или 3 точки, посмотреть аналитику. Пока что у нас заходила сюда только я. Такая история. Все, с базой мы закончили. Я рекомендую потыкать, поделать что-то с базами данных, посмотреть плейлист step-by-step, что еще можно делать. Еще можно сразу использовать шаблоны. Я вам уже показала, что их можно смотреть в templates. В templates здесь какие-то базовые шаблоны. Если вы хотите больше, то тут есть кнопка More Templates, и вы переходите на огромную библиотеку креаторов шаблонов в Notion. Также у каждого Notion эксперта есть свои шаблоны. У меня есть свои шаблоны. Вы можете посмотреть их на моем бусте, на моем магазине. Они все русскоязычные, потому что в магазине они все англоязычные. Что еще? Вы можете искать шаблоны русскоязычные на такой площадке, как Gumroad. Оставлю ссылку в описании. И в целом под любой ваш запрос можно найти уже собранное рабочее пространство, начать им пользоваться, начать разбираться, как человек его сделал, переделать его под себя. И те функции, о которых я сегодня рассказывала, я рассказывала как раз-таки для того, чтобы любой шаблон вы не использовали бездумно, чтобы вы могли его переделать под свои потребности, потому что нет идеального шаблона, если его не специально для вас создавали. Также, когда вы используете несколько шаблонов, моя супер рекомендация — это всегда стараться их свести к какому-то единому рабочему пространству, потому что я у многих наблюдаю такую ситуацию, что вот здесь в боковом меню у нас просто хаос какой-то, беспорядок, и Notion тогда не имеет смысл. Вместо вот этого вот беспорядка в боковом меню сделайте одно рабочее пространство. Выведите сюда базу данных, разделите ее по категориям, добавьте всю информацию в нужные папки. Сюда же можно вывести не только базу данных. Я могу вывести сюда через собаку любую страницу, которая находится в моем рабочем пространстве. Имейте это в виду, связывайте между собой шаблоны, даже если вы пользуетесь уже готовыми. Еще один совет от меня — это не покупать дорогущие шаблоны, если автор вместе с этими дорогущими шаблонами не дает вам возможность или созвона с ним и настройки под вас, ответы под ваши вопросы, или хотя бы доступа в чат, где он сможет подсказать вам, как переделать шаблоны. Потому что, покупая шаблон за $200 и не имея возможности созвониться с автором шаблона, чтобы он помог вам подкрутить настройки под ваши нужды, вы просто тратите свои деньги, проверено опытом клиентов, которых я консультирую вот уже 2 или 3 года. Но это просто деньги на ветер всегда, во всех случаях, в 95 так точно. Что еще? Что еще могу порекомендовать для того, чтобы освоить Notion? YouTube. Сейчас очень много материалов. Если у вас есть доступ на англоязычный YouTube, и вы можете им пользоваться, пользуйтесь. Тем более сейчас столько есть плагинов, которые, я знаю, что Яндекс.Браузер дает автоперевод видео. Я знаю, что есть плагины, которые дают вам синхронный перевод на русский язык видео, потому что на английском все-таки материалов больше. У нас также есть официальная комьюнити Notion. Я оставлю ссылку обязательно в описании под видео. Официальная комьюнити Notion есть для каждой страны. Вот я кручу перед вами их официальную страницу в целом. Но если прокрутить чуть-чуть вниз, то мы можем увидеть группы, которые по практически всем странам существуют. Нажимаете на группу, например, Украина, переходите в Telegram-чат украинский по Notion. Нажимаете Россия, переходите в российский. Белорусского, кстати, нету. Повод
задуматься над тем, чтобы создать. Но вы сами видите, что здесь множество стран. В этих сообществах, в группах, в чатах можно задавать вопросы, можно читать, что задают другие люди, и это тоже уже даст вам много информации. Помимо этого, возвращаясь к английскому языку, и последнее, о чем я вам расскажу, это сам Notion и его прекраснейший базовый курс Notion Academy. Notion Academy у нас есть много маленьких, коротеньких видеоуроков, которые смонтированы лучше, чем это сделаю сейчас для вас я, которая сидела Notion команда умы мировые и писала для вас. Там все просто, понятно, по любой теме вы сможете найти, но на всю базу здесь точно есть ответы. Они на английском, даже если вы плагин не установите, но там визуально большинство понятно. Я вас уверяю, что там прямо много чего понятно. Очень рекомендую этот курс пройти. В целом Notion Help Center, тут есть много дополнительных материалов для изучения. Не поленитесь. Если вам лень, если вам хочется сразу сделать какое-то пространство, напоминаю про плейлист уже 3-й раз Step by Step Notion. Там мы с нуля до готового пространства в среднем за полчаса создаем что-то прикольное параллельно. Я про каждую функцию даже подробнее, чем здесь рассказываю. А у меня для вас получается, что и все. Мы по всем базовым функциям прошлись. У меня даже немножко подсел голос, уже за что извиняюсь. Надеюсь, для вас этот материал был полезным. Я надеюсь его поскорее смонтировать, выложить. Это такой первый большой глобальный курс по всему Notion, который я выпускаю на YouTube для всеобщего доступа. Если на него будет обратная связь, я обязательно сделаю какое-то подобное видео не для начинающего уровня, а для продолжающего уровня, потому что сегодня мы действительно затронули только основы. Была рада вас видеть. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.